Ребятки, всем огромнейший турецкий привет из Турции, естественно, из Сиде. Сейчас мы приехали в отель Мирамар Бич. Здесь на входе уже обрабатывают наш чемодан. Ну, кто смотрел другие видео, мы приехали из другого отеля. Здесь буквально 1 километр. 3 минуты на машине ехали. Ну, а если вы поедете из Апорта в Турции, то вам надо будет ехать 60 километров. Ну, и примерно время на машине 1 час 4 минуты. Это я прокладываю по Яндекс.Навигатору. Не как на некоторых сайтах по линейке, еще где-то. То есть это самая точная информация. Но если будете ехать на автобусе, то, естественно, будете ехать дольше, потому что будете заезжать по разным отелям. И в зависимости от количества отелей у вас будет складываться дорога. Ну что, мы сейчас заходим в отель. Здесь мы первый раз. С нами сегодня Полина, Никита, Жанна уже вон регистрируется на стоечке. Здесь на входе стоит камера, которая сканирует вас и там показывает сразу ваше изображение. Здесь предлагают одеть маски в закрытых помещениях, просят одевать маски. Здесь маски прямо с логотипом Miramar Hotels. Коля ставит нам сразу лайк. Да, друзья, не забывайте поддерживать видео лайком. Дизлайком, если считаете нужным, как всегда, комментарии ваши. Спасибо огромное за поддержку. Если вам все понравилось, обязательно поддержите видос. Это помогает развитию канала. Как всегда, вы уже знаете. Ну, давайте осмотримся. Вот въездная группа. Если приедете, вы, естественно, зайдете где-нибудь вот здесь. А здесь у нас лобби-зона. Вся мебель такая новая, красивая. И вообще такой современный хай-тек стиль. То есть сразу видно, что здесь была недавно ли реновация, или же вообще отель свежий. Ну, я не знаю. Жанна знает, она у нас турагент, а я просто снимаю и показываю вам все, как в реальности происходит. То есть, чтобы у вас первоначально первое видео у нас такое, что у вас было ощущение, как будто вы сами только приехали, гуляете по отелю, смотрите и впитываете все вот эти вот эмоции. Первое, давайте выйдем на балкончик, посмотрим. Здесь у нас открывается вид на отель. Здесь, кстати, тоже такие приятные мебель, можно посидеть вечерком, днем, чай, кофе выпить и полюбоваться красотой. Давайте сразу взглянем. Первый взгляд на отель. Бассейн, горки вижу, море отсюда видно. Вам может быть плохо видно, потому что здесь расширенная линза. А вам немножко может быть плохо. Но так в реальности отсюда видно. Много зелени, много пальм. Наших любимых пихт, аблепихт, как вы уже знаете. Будет несколько видео с этого отеля. И будет отдельный плейлист Мирамар. Заходите в плейлист и смотрите, там все видосики по порядку. Все разложено. Здесь же у нас сразу guest relation, есть какие-то вопросы, вам помогут здесь их все решить. Здесь в отеле нужны браслеты, у взрослых вот такие черные, а у детей коричневые. Они бронзовые. Мирамар Бич. Нет, это бронзовый. Мы приехали в 11 часов, ну, как вы знаете, заселение в отелях 2 часа чек-ин, чек-аут 12. Но поскольку есть свободные номера, нас селят пораньше. И по ценам на отель ничего говорить не буду, потому что мы сюда приехали просто на 3 ночи, не туром, без билетов, и это просто будет не актуальна вам цена. Если вы хотите просчитать цену, под видео всегда оставляю ссылки на 3 разных сервиса, заходите, вбивайте ваши даты, количество человек, город вылета, и все, и буквально за 1 минутку просчитывайте, сравните, выбирайте лучшую цену. И все, и вы знаете, цены онлайн актуальны, получается. Ну а если оформить тур, то к Жанне или подобрать отель, если не знаете, что себе выбрать, то это к Жанне, ссылки тоже под видео на ее инстаграм, на мой инстаграм. Заходите к ней. Все, заветные ключи получены. Идем заселяться, смотреть номер. Поедем на лифте. У нас будет 2-й этаж. И здесь коридорчики с открытым пространством. Все новенькое, все свежее. Что там можно поле строить? Конек? Каток, Поль. Каток. На коньках покататься. Не, Поль, там стекло. Там не покатаешься. У нас будет 12-16, что-то здесь света нет. Ну, как положено настоящему блогеру, здесь будет 2 камеры. Чтобы мониторить все, что происходит. Заходим. Ну, давайте посмотрим номер сразу, пока чистенький. Здесь у нас шкаф огромный. Большой сейф, очень большой. Тут ложка для обуви и губка. 3 полотенца и тапочки. Это полотенца пляжные, их приносят 3 часа. Каждый день. Там у нас еще дополнительная подушка и дополнительные одеялко маленькое, легкое. Так, дальше мы сюда перемещаемся. Здесь у нас зеркало, полный рост. Направо у нас здесь туалет, ванна. Вот так вот все выглядит, все чистенько, все новое, современный такой хай-тек стиль. Розетка для подсвечника. Так, здесь у нас, ну как обычно, все шапки, шампунь, кондиционер,
гель для тела. Такой после загарчика можно помыться. Здесь у нас фен есть. Кстати, нормальный, не такой не настенный, а которым можно грюндих. Можно даже сушить голову. Здесь дальше у нас туалет, зеркальце, телефон для вызова шампанского, как всегда. И душевая кабина, полностью закрывающаяся, с тропическим ливнем, с лейкой. Все новенькое, все чистенькое такое. Так, пойдем дальше. И вот так вот мы попадаем в комнату нашу большую. Здесь блок управления кондеем Mitsubishi, современный Mitsubishi. Тумбочка, с одной стороны подсвечники, большая кровать, одна. Еще одна кровать для Никитоса. И сейчас нам еще принесут одну кровать для Польки, ну или еще есть на это диван. Давайте так вот. Отсюда покажу вам комнату. Комната большая, такая, но это необычной формы. Такой типа треугольника большого, даже неровного. Так, две тумбочки по краям, розетки. Все есть, подсвечники, выключатели. Дальше сюда у нас большая плазма, Beko, как в Турции, это такая любимая техника. Зеркало. И здесь у нас под этим, давайте, да, сначала под сюда заглянем. Здесь одна полка, здесь у нас мини-бар. А что у нас в мини-баре, Оль? Так, фанта, кола, 2 бираса, газировка без газа, молоко есть и 2 сока, да? Так, и давайте сюда дальше переместимся. Здесь у нас чайный набор, чашки, кофе, чай, все есть, Нескафе с молочком, там с сухим. Так, ну, чайник есть, кто любит в номере пить. А плиточки, все есть. И диванчики, которые нам показывал. Вот отсюда, с этой стороны входишь в комнату. Кстати, смотрите, на потолке как необычно сделаны рейки. Вот так вот, с подсветочкой. Так, один вид. У нас одно окошко, который смотрит... Кстати, да, это окошко еще и открывается. Опа. Который смотрит на въездную группу. Да, вон там вот мы заехали. Вон там дорога, здесь городок. Кстати, можно выйти погулять. Магазинов, много-много всего. Дойти до нашего предыдущего отеля. И есть еще один балкон. Давайте сюда выглянем. У нас боковой вид. 2 стула, стол. Балкончик такой приличный. Сушилка, которая как-то должна раскладываться. Да, вот так вот вынимаешь. И вот так сушишься. Тоже вид туда же. И потом здесь небольшая конструкция с газовым баллоном. Не знаю, что такое. И вид на море. То есть вид на море приличный на самом деле. Это как бы даже особо глаза не бросается. Там зеленый газончик, соседи. В гости надо зайти. Вот, вот такой вот вид. Ну, сейчас лето на самом деле мало находишься в номере. Ну, иногда все равно, когда выйдешь, приятно будет. Здесь, мне кажется, вообще все корпуса так эти расположены. Но мы сейчас выйдем на территорию, посмотрим. И, мне кажется, здесь отсюда будет видно море, потому что так вот стоит отель. Выйдем, посмотрим. Как вам номер? Пишите, жмите обязательно паузу, пишите как номерочек, как вообще первое впечатление. Первое впечатление сейчас что дальше будем. На полу не плитка или ламинат, или паркетная доска. Тогда сразу не поймешь, очень такой приятный пол. Поэтому зимой холодно не будет. То мы берем полотенце, спускаемся вниз на минус 1 этаж и отправляемся сразу же на улицу, потому что у нас лето, пляж, пляжный сезон. Идем искать. Полечка, как тебе номер? Класс. Так, какой-то тут дабл-бар. Там столько много интересного всего. В общем, мы все изучим обязательно. Все посмотрим или в этом видео, или во всех остальных плейлисте, в зависимости от количества информации, чтобы вам не напряжно было смотреть, все будет разбито. Так, мы выходим на улицу. Здесь у нас магазины. Пошли по левую сторону. Доктор, офис тут. Там у нас еще магазинчики. Вот так направо туда бассейн. Так, давайте пойдем в сторону бассейна. Да. Он нас манит. И вернемся назад, посмотрим на отель. Как его видно, вот мы живем вот в этом крыле, в правом, если отсюда смотреть, и вот левое. Видите, есть 2 крыла, но мне кажется, равно все номера смотрят на море. Там у нас ресторан, уже что-то готовят, начинают к обеду. Газон-косилочка едет, пахнет травкой, как на даче, знаете. И бассейн. Бассейн не очень большой, ну и сам отель, кстати, тоже не очень большой. Шезлонги, зонты. Первое впечатление, конечно, приятное очень. Здесь, знаете, такое все современное. Видите, плитка, такой стиль хай-текский. Шезлонги, такие зонты. Тоже все современное, стильное.
Кто любит такой стиль, это отель для вас. Ну и плюс все новенькое. Как вам первые эмоции передаются? Как будто вы сами только приехали, пошли гулять, улыбка с лица не слезает, потому что волчайшее удовольствие от отдыха, заряд позитива, который я, как всегда, передаю вам в видосах наших, ощущение реальности и так далее. Сразу вижу еще один маленький бассейн для детишек 40 сантиметров глубиной. И в ту сторону у нас пляж идет. Много-много пальм, пихт, облепихт. Сейчас у нас середина июля, 31 градус на солнце показывает, 11, что-то там 0,4, на моих часах 11,21, у меня более точно. Тут может немножко не досвечивается от солнышка, перегрелось. Пойдемте в сторону пляжа, отправимся. Там у нас слева уже занятия йога. Кто любит порелаксировать, поделать разные позы, там асаны, прочистить чакры, то вот, пожалуйста, видите, есть прям в тенечке. Можно на ковриках разложиться и поделать разные позишены. Немножко такой уклончик вниз идет, небольшой совсем. Обзорчик мы проведем по территории, прогуляемся, я вам все это показываю. А сейчас вот так вот, как вот вы прям первым делом пойдете на пляж, смотрите, такая дорожка, которая что-то нам ограждает от чего-то, что-то скрывает. Там что-то типа боулинга. Я вижу, отсюда плохо видно, вам видно, я руку наверх вытягиваю. Ну классно, смотрите, такая дорожка из пальм. Из зелени, из туй, из зеленых, салатовых таких, да. Коля все узнал, говорит, что там... Что там, боулинг ногами? Что за боулинг ногами? Ух ты, смотрите, здесь груша висит. Вот это да, вот мы ее здесь побьем. Я люблю бить грушу. Так, пойдемте, ладно, на пляж. Тут жаришка, хочется купаться. На днях было вообще 40 градусов. Сейчас 30 уже, прям, знаете, кайф уже все. Прям релакс, когда кайф. Кафешечки все поснимаем, дюзнемешечки. Там дело сейчас хочется. Очень хочется искупаться. Я думаю, все, когда приезжают, первым делом бегут или поесть, или искупаться. Но мы уже поели в предыдущем отеле, позавтракали и сразу сюда отправились. И сейчас очень хочется заныр-проныр сделать. И, конечно, очень интересный вопрос. 11:30. Для тех, кто долго спит, есть ли места на пляже. Здесь, смотрите, такие зонты сделаны. И под зонтами уже идут шезлонги. Очень классно, потому что получается как индивидуально. И вы там, в зависимости от пенька, двигаете свой шезлонг и перемещаетесь. Что-то пока что я свободных мест не вижу. Но надо искать. Я вообще и в камеру смотрю, и туда, и сюда. Сейчас поищем, сейчас расскажу, что с местами, но пляж большой. На первый взгляд очень большой. Нет, вот сейчас снимаю. Да, передавайте привет своим землякам всем. Да не стесняйтесь свои. Все там. У меня на камере все хорошо. Хорошо. Все, удачи вам. Рубрика «Привет» от наших подписчиков и зрителей. Все, хорошего отдыха вам. Удачи. Так вот, идем, гуляем, только приехали уже нас сразу. О, Женя, Жанна. Все, узнаю. Так что, друзья, если вы нас тоже видите, никогда не стесняйтесь, подходите, не кусаемся. Потому что многие подходят, говорят, блин, мы стесняемся, подойти не стесняйтесь вообще, прям, ну, ура, пообщаемся, поболтаем, посмеемся. Очень добрые, вы знаете. И не кусаемся. Так, отправляемся на поиски мест. Сказать, что вот зрители наши, что мест, в принципе, нет. Не мест нет, проблем с местами, в принципе, нет. Вот сейчас идем, прогуливаемся. Да, есть зонты свободные, есть шезлонги. Вон прям еще вижу свободные, вот как раз только занимают. Можно себе скомпоновать местечко. Мы дотопали до ватер-спорт-центра. И здесь вот в уголочке себе сделаем. А вот местечко прямо на первой линии практически. Сейчас только матрасики где-то найду. Видите, сколько еще свободных шезлонгов, зонтов. Шезлонги есть. Матрасы тоже где-то здесь должны быть. Поэтому с местами, в принципе, проблем нет, учитывая, да, что время 11:30. По всему здесь такая комнатка, есть матрасы. Можно попросить человека, но я ждать не хочу. Хочу все побыстрее. Заходим в комнату. Матрасы надувные, матрасы обычные. Берем парочку матрасиков. По звуку вы, наверное, уже заметили. И по крикам здесь волейбольная площадочка. Поэтому можно, не отходя от кассы, позагорать и поиграть. Но летом жаришку, не знаю, как ребята играют в 11:30, мне кажется, тяжеловато. Хотя бы я поиграл бы. Я люблю спорт, вы знаете. Матрасы прям новые-новые. Вообще прям новье. Как будто ими даже еще никто не пользовался.
Уж я в каких-то этих секретных местах взял матрас. Прям вот так вот, над берегом. Я очень боюсь с ним, когда так летает. Дай бог трос оторвется. Ладно, в море упасть. А другое дело на отель полететь. Это вообще страшновато. Но я летал. Жалко, я тогда еще не снимал видосы раньше. Сейчас больше пока не летаю. Не прыгал, кстати, парашюта с обычным. Этот, не в тандеме, в обычном. 700 метров или 800. Все, матрас расстеленный. Полотенце разложено, и можно с спокойной душой отправляться, покорять морскую пучину. Смотри, сразу водные спорты. Что тут есть? Дельфины, русалки, каяки есть. Катамараны, таблетки, бананы, куча всего. Сейчас скупаемся, пойдем потом сфоткаем цену. Вот до нашего отеля, где мы были, Сани с Кумкой, рукой подать. Вообще, не знаю, 3 минуты, наверное, по пляжу идти. На машине мы ехали чуть-чуть вот так вот вокруг. Так, ну давайте взглянем на пляж. Со стороны моря. Вот такой вот зелеными зонтами. Ой, какая-то ямка здесь. И морская пучина. Заход здесь плавный. Вот видите, можно пройти метров 50. Вам будет по пояс. Для деток это идеальный вариант вообще. И очень классно бывает. Ну, поскольку мы были здесь буквально в нескольких сот метрах отсюда, я знаю, какой здесь пляж, какой здесь бывает. Бывают очень волны. Вечером классные, просто настолько волны классные, что если вы берете с собой круг там, или матрас, это столько эмоций. Дети, как на аттракционах, там, сажаешь их вместе с детьми, тоже катаешься. Это вообще просто безумно. Если кто не смотрел, зайдите, посмотрите, потому что, не знаю, вдруг здесь в этом сезоне в этом отеле не будет волн. Зайдите, посмотрите Сани с Кумкой. Там очень классно. Плейлист, прям заходите, смотрите видосы, какие были волны. Можно, Зай. Полька уже научилась плавать. Ну-ка покажи, Поль, как ты плаваешь. Вот. Для деток это вообще классно. Они купаются, плещутся на рукавнику, без. Вот. Ну а взрослым, как бы, надо немножко пройтись, и потом дальше можно уже плыть. Ну, труда пройтись тоже не ставить. Давайте померяем водичку. Летом посмотрим, какая у нас вода в море. Окунаем. Вот на улице он сейчас показывает 32, но это как бы еще в моей руке. 31, он потихоньку падает. На нижнюю смотрим сверху. Это он измеряет скорость ветра, и сейчас стоит в километрах в час. Было метр в секунду, что-то у меня батарейку я поменял, и сбилась. Конечно, парашюты, катера, лодки, бананы, апельсины, мандарины, все есть. Дальше не ходить, потому что без нарукавников. Сейчас я пока поснимаю. Температуру поймем. Вода кристально чистая. Да, естественно, здесь песок. Я там не показал вам. При заходе мелкий песочек, мягкий. Камней вообще здесь нету, ни одного камушка, ни одной гальки. Сынуля мой приполз. Никита, ты плохо крем размазал, у тебя все лицо белое. Да, обязательно мажьтесь летом кремом, потому что лицо сгорает просто вообще. Только лицо, руки, все. Это один день была дымка, я что-то решил не мазаться, и весь просто сгорел. Мне так жарил потом. Так, достаем градусник и смотрим температуру. Вуаля, 29,5 с утреца, вот на нижнюю смотрим, видно вам, не? 29,5 градусов, то есть, ну, мы вообще по часу, по два можем не вылезать, здесь болтыхаться. Круг, правда, сейчас пока переезжали, в чемодане остался, не надули, но все время берем. Это просто, мы раньше никогда не брали, а потом стали брать, и действительно это прибавляет эмоций в море. Обязательно берите с собой надувные плавсредства какие-нибудь. У меня БСТВовский круг, арбуз. Вот, ну, попозже покажу, завтра, наверное, принесем. Все, друзья, заряжайтесь этими морскими эмоциями, как будто вы сами плывете. Вот, а я пойду сейчас вас оставлю на берегу и немножечко поплаваю. Да, смотрите, сразу рядышком еще отель «Цезарь». Там, естественно, подешевле немножко. И сразу видно, что очень много народу. Там прям вот мы сейчас заходили, просто много. А здесь у нас поменьше. Все, оставляю вас на берегу. Передаю вам этот заряд эмоций еще раз. Морских. И идем купаться. Обязательно прям жмите паузу, пишите, передаются эмоции или нет. Если передаются, вы еще больше их передавать и заряжать. Пойдем, Полиш, камеру положим и купаться пойдем. Вот, видите, катер проехал, пошла волна. И вот иногда и без катера вечерком вот такие волны начинаются. И это вообще просто восхитительно. Здесь Турция превращается в Кубу, как минимум. То есть просто реально как на Кубе. Там только цвет воды надо чуть подкрасить. А так прям ощущение офигенное. Кубинский. Видите, как вода прям чистая. И вот песочек.
Мелкий, ни одной гальки, ничего нету. Ни гальки, ни вальки, ни маньки. Что, мы накупались, нырялись, супер. Пойдем заглянем, сколько стоит джетскай. Сейчас на джетскай, на флайборде летали. Мне интересно, сколько стоит. Это вообще прикольная атмосфера. Очень кажется, что мы рядом с этой зоной легли. Там здесь музычка играет, знаете, такая атмосфера спорта, драйва. Вот это я люблю, когда музычка, вот эта вся движня. Есть сапсерфы, но я хочу в следующий раз от Best Way взять сапсерф и привезти сюда его с собой, свой, чтобы можно было кататься с детьми. Доски у них есть всякие надувные, тоже хочу что-нибудь попробовать, поэкспериментировать, и вам заодно покажу все. Смотрите, парашют. Одна персона $50-60, две персоны 70 евро, или, 70 евро, да, или $80. Три персоны 90 евро или $100. Знаете, JetSky 10 минут $50, 15 минут $60, 20 минут $70. Ценник просто огонь. Но у них здесь бензин дорогой, поэтому, конечно, здесь все так дорого. В Сочи 2000, по-моему, да? 15 или 10 минут я катался. Много раз, поэтому в Сочи лучше на этом. Так, смотрите, банан, вот эта таблетка, все это 4 километра они катают. И вот на двоих $50. Флайборд стоит $80, он, правда, не написано сколько по времени. А вот сапсерф, вот так вот, если покататься, условно, $20. Ну, тоже по времени не написано сколько. Надо минут 15, наверное. На банане, да? Что на банане? На банане надо уметь держаться, потому что это вот так. Да, а как так, Поль, банан кушают, а потом на нем катаются, что ли? Ага. Как так, не знаешь? Как на банане катаются? А на апельсине не катаются? Да, вот так. На винограде. Да. Очень хочется попить что-нибудь вкусненького. Мы с Полькой отправляемся на поиски бара. Что-то мы с Полькой забыли. Давай, Поля, пошли без тапок. Все горячее, приходится вот на эти треугольнички перемещаться. О, смотрите, а вот здесь классно сделана не деревяшка, а пластиковая доска. У меня такая же тоже на даче. Она, кстати, не очень сильно нагревается. По деревяшке ходить невозможно. Вот поэтому и прикольно. Она горячая, но не такая, чтобы прям обжигала. Очень классно идти. Так, волейбольная площадка, пляж. Вон там мы расположились. Горячо уже становится. Давай сюда, бегом. Полька туда нырнула сразу. Да, летом надо в шлепках ходить. Можно остудить ноги. Так, здесь у нас при выходе с пляжа и при входе душ, ноги помыть. Оль, вот ты зря обмочился. Пойдем, малыш. А мы идем искать бар. Здесь должны быть хорошие напиточки в бутылочках. Я уже вижу отсюда. Вот у нас Cool Point. Я так предполагаю, что это и есть пляжный бар. Здесь же и ресторан. Хотя, может быть, есть еще один бар. Слушайте, передайте вот это ощущение, когда только приезжаешь в отель, не знаешь, где что находится. Все вот какое-то, но в одном как бы виде, да, предстает. Потом, когда несколько дней находишься, уже когда все знаешь, если вспоминаешь картинку, которую ты видел первые дни, когда ты находишься на отдыхе, и понимаешь, что отель выглядит по-другому. Вот замечали вы такую фишку? Нет? У меня вот всегда такая вот фишка. Я, по-моему, не обращаю на внимание. Если кто не обращал, тоже обратите. Смотрите, какое здесь пиво. Прям изо льда вам достают. Прям вот по красоте. Вот так у нас сказать только мераба. Как по-турецки значит привет. И вам такой бирасик. Прямо из бутылочки достают. С крышечкой с такой вот. Спасибо. Да, Cola Light. Смотрите, вот тоже в баночках. И воду с газом есть бутылочки? Детки у нас любят. Слушай, будешь воду с газом в бутылочке? Вот так вот. Спасибо. Вот по красоте. Сейчас еще Никите такой возьмем. Можно еще одну? Так, у нас еще одни подписчики наши встретились. Передавайте тоже привет своим родным, близким, стране своей. Ой, откуда? Мы с Германии. С Германии, сейчас да? с юга Германии живем. Германии. На Боденцее живем. Поэтому всем привет. Всем привет. Кто бы думал? Рубрика «Привет зрителям» от Якубович. А у вас «Поле чудес» смотрит в Германии? Конечно, смотрим. Да? У нас русское телевидение, все смотрим. До сих пор? Поэтому- Мы уж как-то не смотрим. Раньше маленькие были, смотрели. Ну, телевидение-то есть телевидение, А, конечно. мы смотрим. Ладно, хорошего вам отдыха. Мы Вам потопали тоже. дальше. Давайте, Все, счастливо. пойдем, Зай. Так, вот из Германии нас тоже смотрят, и нам сказали, они, что вот у них их знакомые, они Мирамар, еще соседний есть какой-то отельчик Мирамар, то есть здесь как бы два Мирамара, поэтому мы, наверное, еще второй отель здесь зацепим и поснимаем. Кис, ты где, не потерялась? Пойдем, малыш. Все такие веселые здесь, позитивные, классно. Ну, отели вот все говорят прям, что все хорошо очень. Ну, я надеюсь, что нам тоже все очень понравится. Мы обязательно все подробненько поснимаем. На пляжах, на многих вот так вот огороженной территории. Это не ремонт, там черепахи откладывают яйца и вот так огораживают, чтобы не затоптали. Детям мороженое, папе цветы. Очень классно, что в бутылке. Очень удобно. Смотрите, какие есть экологичные трубки. Они из бумаги, трубочки точнее.
Боль ее разжевала все, она у нее уже не трубка, как флаг скоро будет. Ой, ну все, ляпота, можно сказать. Смотреть на океан, хотел сказать. На море вечером будет океан, если волны будут, будет океан. Кубинский. И заряжаться позитивчик. Так, один парашют решил практически на нас тут прямо приземлиться. Купались, нырялись. Хотим с сыном прокатиться на банане. Да. $12 с человека, взрослый с ребенком. Искали после обеда. Сейчас отправляемся на поиски пропитания. Где-нибудь пропитаться. Мы хотим сейчас душек. Ноги помоем, Дима, ноги. Вещи положим, пойдем искать пропитание наше. Ходили за напитками, не сложно было догадаться, что обед где-то здесь. И я смотрю, что очень многие там без маек сидят. Я сейчас тоже ополоснулся после душа. Да, указатель нет, что надо одевать майки. Поэтому можно голышом заходить. Главное, трусишки не забыть одеть. Сегодня я вам шведский стол показывать не буду, потому что его здесь нету. Здесь есть меню. И по меню вы все заказываете, все вкусняшки. Сейчас я вам покажу, как это делается, как это работается. И покажу вам атмосферу в этом баре. Очень, кстати, прикольно. Очень классно. Легкая музычка играет. Вот так вот. Ну, бар вы уже видели. Наводите телефон. QR-код. Сканируйте вот так вот. Вот наводите телефончик. Оп. У вас открывается ссылка. Кликайте на нее. И можете представить, как будто вы здесь в ресторане сидите. Смотрите сами меню. Выбираете, что покушать, заказываете. Ну, конечно, кто не принесет. Но посмотреть можно. Смотрите, здесь можно выбрать прям язык. Говяжий, свинины. Шутка, здесь как бы язык есть русский, турецкий, английский. Но если у кого не открывается, то смотрите, вот покажу вам суп дня. Тут есть, потом сэндвичи, салаты, куриный салат, тунцом салат, ролл есть с курицей, я взял себе попробовать. Правда, в том интерактивном меню еще и с мясом есть. Запеченная картошка, гамбургер или чизбургер, пенне, спагетти, несколько видов пиц, потом по желанию говяжьим фаршем, кымкой, не знаю, что это такое, и фрикадельки, и донор с мясом. Я себе взял донор с мясом, и на десерт есть вафли с мороженым, запеченный рис и пудинг, брауни с ванильным мороженым и фруктовый салат. Вот такое меню. Сейчас покажу вам, что приносят. Ну, по меню это не значит, что это платно. Все бесплатно, все включено. Видите, цен нету. Все all inclusive, напитки. Там в баре еще и другие напитки есть. Вино, шампанское. Я вот вижу, здесь стоит кола в баночках. Ну, потом покажу вам еще подробнее. Итак, все заказали. Вот официант ушел. Сейчас посмотрим, сколько принесут. Ко мне прилетело первое блюдо. Не прошло, наверное, минуты 3-4. Донор кебаб. Я думал, будет в рулете, как шаурма. Ну, заверну сейчас, если хватит. Очень маленький кусок лаваша. Так вот, подъезжает наш заказ. Огромнейший. Спасибо. Слушайте, здесь булка, знаете, прям вот мега просто аппетитная булка. И котлета. Я прям жалею, что я себе не заказал. Я думаю, что Полька целиком не съест. Я его у Польки чуть-чуть подрублю, да? Через картошечку фри подается. И вот салат с курицей вот так выглядит. Салатик был очень вкусный. Мне это напоминает селектум. Ресторан 27/7. Сейчас мне принесли еще вот этот рулет. Ролл с курочкой. И картошка фри. Можно объесться и не встать вообще. Слушайте, а бургеры безумно вкусные. Здесь настоящая котлета, не соевые, булочки. Полька со мной поделилась. Это реально очень вкусно. Поль, тебе понравился бургер? Пап, тебе отрезал кусочек? Никита, тебе понравился бургер? Да, прикольно очень. Никита вообще весь целиком съел. Очень вкусный бургер, прям вообще. Лучше, чем даже в некоторых ресторанах Москвы. Честно. Кстати, принесли все очень быстро, прям очень. Даже съедать не успеваешь, все приносит. Молодцы. Сервис здесь не хромает, прям официанты бегают, быстро убирают столы, прям вообще мгновенно. С таким питанием, конечно, есть один минус, они все приносят. Порции большие, ты немножко не рассчитываешь, начинаешь все это есть, и просто объедаешься как слон. Я наелся, но действительно все очень вкусно. Все супер, не знаю, это осталось. Но единственное, вот что-то Wi-Fi здесь плохо ловит. Сторис все никак не могу опубликовать, на пляже плохо ловил, здесь плохо. Лучше вообще без Wi-Fi, без телефонов, если есть такая возможность отдыхать и заряжаться вкусняшками, морем, всем остальным. Обычно мы днем ходим бабаськать, поспать там пару часиков, где-то положить, самим отдохнуть. Но здесь что-то так хорошо, оттуда такой бриз свежий, видите, как листья.
клонит. И вот так классно сидеть здесь, вообще прям атмосфера очень красивая, уютная. И вот сегодня думаем, Жан пошла работать, я работаю с телефоном, делаю детишки по-своему с ума сходит. Мы, наверное, не пойдем никуда, потому что очень классно, очень хорошо, и хочется еще все пообследовать, поисследовать. Прям вообще атмосфера прям на ура. Мне очень нравится в этом отеле атмосфера. Первое впечатление прям 50 баллов, как я люблю говорить. А вам как? Паузу пишите обязательно, чтобы не забыть. В общем, если вы любите вот такой релакс, сесть, знаете, пришли с пляжа, сели, заказали, вам все принесли, то это отель для вас. Ну, есть еще, наверное, этот основной обед. Не, наверное, точно он там есть. Мы туда еще не ходили, в другой день сходим. Вот, может быть, там шведский стол, может, тоже по меню сходим, посмотрим. Скорее всего, там шведский стол. Но если вы любите так сесть, релаксануть, расслабиться, то вам сюда. И смотрите, сейчас покажу вам, как все готовят. Вот так вот, смотрите, можете подойти, посмотреть, жарят котлетки, макарошки, все вот это вот. Пиццу, фиде, гамбургеры, все вот здесь дают. И официанты вам приносят. Здесь у нас зеркала, чтобы не столкнуться, не врезаться. Как на дорогах, на оживленной магистрали. Жанна сейчас написала, она спустилась и нашла какую-то очень вкусную кофейню с кучей вкусняшек, мороженых. Movenpick. В общем, идем ее искать и кушать. А сейчас возвращаемся обратно по той дорожке, по которой шли на пляж. Здесь мы уже одеваем футболку, заходим в Dolce Park. Да, здесь это нет. А это здесь. Вот такая атмосфера. Здесь бар. Огромное количество напитков. Я узнаю, что включено, что нет. Ближе к вечеру. И там расскажу вам. Смотрите, здесь вот на мороженое. Movenpick. Много разных видов. Даже мятное есть мороженое. Манго. Смотрите, даже есть пончики. Донат. Вот такие я обожаю. Сейчас попробую. Здесь взяли мятное и клубничное, и мятное с манго. Видите? И здесь еще куча всяких вкусняшек. Здесь же эти пончики лежат. Смотрите, какая красота с клубничкой. Сэндвичи даже есть, если кто вдруг не успел перекусить, круассаны, турецкие сладости. Много разного шоколада, смотрите. И белый шоколад. Здесь есть вообще не переесть. А можно вот таких вот разных? Сверху, смотрите, рахат лукум. Это с розой. Спасибо. Вот такой вот аппетитности мы набрали. Смотрите, какая красота. Можно взять кофейку. 2 аппарата стоят разных с кафе. И что тут еще куча всего. Всяких чаев, банков. Поближе к кофемашинке я вам покажу. Латте, моча. Можно выбрать ристретто, лунго, американо. Куча видов. Can I have one latte, please? Latte? Yeah. Здесь есть менюшка вот такая. Тоже кликайте. Наводите телефон на другое устройство и смотрите. Я даже сам еще не открывал. Сейчас заберу свой кофе с пончиками. Кофе долго готовится, значит хорошо проваривается. Такой красивый чашечка подается. Это значит по-турецки спасибо very much, как я люблю говорить. Все идем трапезничать с этими вкусняшками. Здесь прохладно, хорошо. Мороженое обалденно мятное. С шоколадом прям. Очень вкусные. Пробуйте. Пончики просто обалденные. Одно лучше другого. Не знаю, что вкуснее, мороженое или пончики. Вкусненькие. Да. Вообще такие мягкие, нежные. Вообще класс. А что вкуснее? Мороженое или пончик? Пончик. Пончик? Угу. А вот эти штучки? Тоже. Слушайте, а вот эти шарики тоже обалденные. Их раскусываешь, а там внутри прям вот здесь в белом, прям жидкие белом. Ну и прям очень вкусно. Нет, такое ощущение, что мы где-то в Макс Роял отдыхаем, если честно, вот по ощущениям, по сервису, по вкусноте, что здесь дают. Вот реально ощущение, как Макс Роял. Туда тоже смотрю. Я вижу тоже Макс Роял практически. Слушайте, ну это просто шикарно, просто волшебно. Это у нас Dolce Bar, если что. На минус первом этаже, видимо, где ресторан находится. Вот здесь. Ольга нашла какой-то водопад. Это у нас здесь вход по зону. Но мы все-таки поднимаемся домой. Немножечко передохнуть. Смотрите, нам тут принесли письмецо, угощение, винишко, бокалы, орешки, 3 вида, фрукты и вот шоколад, как мы сейчас в кофейне. Так, ну что, мы немножко передохнули.
захватили наш арбуз. Сейчас его пока иду надуваю потихонечку, не спеша, чтобы в обморок не упасть А я от резкого взял как надутия. Вейдера. И идем опять на пляж. Вечером пляж, конечно, немножко по-другому выглядит. Мне вечером больше нравится, вот так все в пяти начинает. Можно уже не мазаться, солнце не печет, купаться можно, вода теплее всегда. Ну и вообще вечернее море, оно какое-то более загадочное, что ли, романтичное. Ну, мне больше нравится. Пишите, какой вам больше нравится утром рано, днем, вечером. Смотрите, вот, кстати, обратите внимание, такие каталки есть, для людей с ограниченными возможностями. То есть можно сюда сесть и в море закатиться. Там билборд просили, друзья ваши, родственники могут закатить. Вот такая вот атмосфера. Вечером она своя, вот прям солнышко так ложится на море, подсвечивает такого классно, отражение классно. И вот, как я говорил, волнишки пришли морские. Класс. Красиво становится, да, с барашками с этими. Который кто не знает, такие волны называют барашки. А вот сейчас что-то юмора не понял, мы пришли к нашим местам. Одного лежака нет, матрасов нет. Вот полотенца лежат, потому что полотенца где-то, не знаю, ну как бы карточки не карточки, номера их меняют 3 часа дня. Раз полотенце, 2, 3, 4. У нас их было 3. Короче, у нас угнали матрасы и дали одно лишнее полотенце. Только какое теперь чье, чтобы вытереться там или лечь в него, я не знаю, что одно чужое. Не знаю, что за дела. У остальных людей вроде матрас на месте. Короче, кто-то из соседей, походу, сдернул у нас матрасы, потому что у остальных людей есть. Просто кто-то сдернул. Хотя видите, что игрушки мы специально оставляем, чтобы знали, что мы еще вернемся. Я узнаю попозже, может, какие-то свои правила. То есть одно дело утром занятия не прийти, а другое дело, когда уже днем, ну как в жару никто не приходит, сюда есть место миллион становится свободно. Точнее, некоторые просто уходят, а мы всегда уходим, всегда приходим. И всегда во всех отелях у нас никогда не убирали матрасы. Пап, дай мне Хотя уже я вижу, вон там купальник. куча сложено матрасов. Видимо, все-таки убирают. Вон, видите, такой ряд. То есть не кто-то стырил. Ну, блин, зачем нам дали еще одно чужое грязное полотенце? Пока шел, болтал с вами, незаметно нас был наш большой арбуз. Вообще даже неощутимо. Но мы спускаем его только при переезде в отеле, ну или домой. Так, каждый день забираем его домой, в балкон кидаем и потом опять с ним приходим. Идемте заряжаться этими вечерними морскими эмоциями. Я как Кашпировский, да, все, заряжаю вас. Видимо, заряжаются, судя по отзывам, эмоции передаются. Это очень радует, это очень хорошо. Значит, я не Кашпировский, я Машковский. Вместо Машкова. Смотрите, какая красота просто, да? И сегодня не очень большие волны, не очень много барашка. Давай, Помпон, залезай на круг. Смотри, чтобы не улетел. И отельчик под закат тоже, конечно, по-другому выглядит с пляжа. Очень красиво по мне, да? Прям хочется фоточку на обложку сделать. Сколько так залезаем вдвоем. Я сейчас тоже камеру отнесу, лягу, иначе я утоплю просто. И потом, когда волны идут, они нас к берегу прибивают. Вот так прям на волнах мы катаемся. А потом обратно я Польку тащу. О, Поль, волна идет, давай. Класс. Обязательно берите с собой матрасы. Круги, вот такие, это у меня Best Way. Потому что раньше я никогда не брал. Это первый раз, когда вообще в Турции мы взяли круг. И это реально тема. Это потому что так вот, если в море идешь, там с детьми поболтыхаешься. 10, 20, 30 минут, потом уже не знаю. Но с кругом это может часами. Здесь просто сидеть, вот так вот волны ловить, кружиться, я не знаю. Мы втроем на него залезаем. Я сверху Никита, сверху Полька. И просто балдеем. В следующий раз я себе вообще наберу много всего. У нас дельфины, русалки, кого у нас только нет, надувных. Всех понабираем. Акула у нас есть. Может, еще что-то интересненькое привезу. Вот, чтобы вот так вот на волнишках на этих кататься. Давай, Пумпон. Класс. Смотрите, прямо отсюда, вот здание, это Сани Скункой, вот это коричневое здание. Идти, ну не знаю, минут 5, наверное, можно пешочек прогуляться. Классно, да? Ты, сынок, приплыл, ты где пропадал, Пупси? А вот не с роботом. С роботом играл на берегу? О, не брызги. Хулиган. Покажи, как ты плаваешь под водой. Ну-ка, давай, раз, два, три, поплыли. И под водой. И над водой плавать научились.
нравится? Глаза смотришь под водой? Ага, там рыб нету. Нет, не больно тебе в глазку? Да нет, там просто Ты посмотри. привыкла? Да, там, знаешь, когда я поплыл, там был подземники такие красивые были. Да? Класс. И ракушки с неба вылетали. С неба? С песка? Да. Слушайте, ну класс. Вообще, я очень люблю такие пляжи. Такие глубокие, какие вы больше любите? Вот с таким плавным заходом или глубоким? И те хорошо. Но здесь, конечно, красота сразу появляется. Люди так рассасываются вперед, назад. Потому что когда ты резкий заход, все как бы на расстоянии 10 метров скапливаются. А здесь прям вообще все рассасываются. На лето идеальный вариант. I'll be there if you reach out to me. Reach out to me. Третий прикол на пляже. Никого почти нету. Несколько человек сидит. Мы вот так все время допоздна купаемся. Пойдем, пупсики. И уже практически там ужин идет. Мы только с пляжа уходим. Я кайфую, когда вечер, вообще жары нету. Не обгораешь. Просто красота. Чего-то у меня первый раз за все время вырубился Apple Watch. Все, не включается. Не знаю, что случилось. Или промокли, или умерли. Это, по-моему, 4-й. Год или 1,5. Я с ним везде купаюсь всегда. Вообще, что только с ним не делаю. В бассейнах и в море. Никогда проблем не было. Сейчас просто вырубились. Не знаю, что случилось. Единственный вариант на зарядку попробовать поставить. Опа-на. И у нас украли полотенце. Нету ни одного полотенца. Все украли, все, что было. Наше это не по сильно. 4 полотенца, представляете? Было 3 стало 4 и 4 теперь 0. Все. Я не знаю, с чем мы завтра утром пойдем на пляж. Потому что их 3 только меняют. Если у нас их нет, нам, по идее, даже можно перенести. Не знаю, я вообще не знаю, кто их взял. Ну, скорее всего, бичбой. Разберемся, завтра посмотрим. В завтрашнем видео вы узнаете правду про полотенце. Давайте собираем игрушки и погнали на ужин. Уже ужин идет. И даже это, конечно, бред, даже если положено их убирать, но лежат вещи, очки, рюкзаки. Зачем забирать полотенце? Вот мне детей надо вытереть, там, переодеться. Я обычно переодеваюсь в полотенце, там, укутываюсь. Ну, то есть мы стоим все мокрые, ни одного полотенца нет, ну, то есть какой-то бред. Устроим Кузькину мать. Какая красота подзакатится. Отель замирает перед ужином, перед вечерней тусовочками. Посмотрим, какие здесь тусовки, мне даже интересно, что тут будет вечером. И тут у нас уже ароматы ужина. Слушайте, ужин вовсю идет. Мы только пляжники, гуляльщики, возвращаемся. Ароматица потрясающая. Там я гриль вижу жают. Надо идти переодевать шматько свои и идти на ужин. Никита, давайте, я не могу это. Давайте как два хвоста еле идут, их только подгоняю. Ну, по-моему, что там? Такой же круг, только не от Бэствэй. Такой же от Best Way. Точно, смотрите, там продается точно такой же круг 1 в 1. По-моему, тут, конечно, не видно, но он там есть. Где там уже кушают, там мимо них дефилируют. Это меня в отражении видно, а не видят меня без отражения. Что, все наряды поменены. И отправляемся с вами в главный ресторан на ужин. Никит, ничего тебе не напоминает, что это такое? Как это здесь оказалось? Это наши вещи, Полина. Каким-то образом здесь стоят. Потеряли пока что. Мы как раз сели ближе к улице. Это где вот мы дефилировали в лавках. Так, друзья, ужин очень аппетитный, очень мощный. И поскольку мы есть всего 3 дня, я как по традиции сниму сегодня ужин, завтра сниму, послезавтра. И в последнем видосе объединю весь ужин, потому что это очень вкусно. И чтобы полноценно все вкусняшки у вас были в одном видосике. Хорошо? Так что в плейлисте все видосы я вам все покажу. И мои Apple Watch так и не включаются. Когда втыкаешь зарядку, горит яблоко, греются, но ничего не работает. Уже все перетыкал. По несколько раз удерживаю, по 10 секунд, по 20. В общем, не знаю, что с ним. Может утонуть. Блин, или как лучше? Или лучше снимать в одном видосе все. Я просто за один день сейчас там все не оббегу, там столько всего много. Вообще пишите, как лучше, сразу прям параллельно все снимать или же объединять потом. Давайте покажу вам для обзорности. Вот он, ресторан. Много зон в одну сторону, в другую, в третью. Вот такой ресторанчик. Так, ребята, ужин просто бомба. Компоную вам все, что было сегодня, все, что будет завтра, все, что будет послезавтра. Все компоную, выкладываю вам один видос полноценный, чтобы вы все увидели. Но это бомба, все, что здесь дают, это вообще просто сказочка. Смотрите, прям в плейлисте, в последнем видосике будет ужин. Мама,
Вы знаете, что это такое? Вот это здесь дают. Все прям объединю вам, чтобы удобно было посмотреть в одном видео. Ну, и мы выползаем, можно прям, видите, выползти. Ну, реально, как здесь поешь, можно выползти отсюда. Потому что хочется все это есть бесконечно. Прямо на улицу сразу, не обязательно там, через главный корпус. Бассейн у нас подсвечивающийся. Бар, кстати, который мы даже и не видели. Я вам покажу утром. И там у нас мини-диск сейчас будет. Вот, видите, там горит сцена. Мы сейчас приехали из другого отеля. И мы идем, я вот вышел с ресторана и сейчас иду. Вот цвет примерно одинаковый, такой желтоватенький. Там вот был даже в предыдущем отеле, не в предыдущем, вернее, а в позапрошлом отеле. И у меня было ощущение, что мы прям в тот отель попали. Вот. Сейчас со мной уже ничего не понятно будет, я в нем все это поснимаю. В завтрашнем видосике все будет. Вот так вот происходит. Не мини-диско, даже написано мини-диско, главное банчик не словить. Вот так вот детки танцуют, вместе с родителями можно потанцевать. Вы думаете, где мы сейчас находимся? Это туалет, здесь прям произведение искусства. Смотрите, какая красота. С деревяшек сделаны рыбоньки. Ветки, деревяшки, очень круто все сделано. Вечерний бар. Все узнаю, завтра вам все расскажу. Такие уютные столики, диванчики. Вечером сидеть. Коля объелась, лежит, загорает. Классно, да? Тут все подсветочка, зеленушечка. Вентиляторы стоят мощные, обдувают. Вот такие вот, смотрите. Так, напиточки здесь просто бомба, но по напиткам завтра вам днем. Чтобы светло было, сейчас еще все разузнаю, что все включено и покажу вам. Но напитки просто шикардос. Видите, как бармены работают. Круто, оперативно, красиво. Бутылки крутят, здесь все во льду. Очень красиво. Так вот мы набрали вкусняшек, такие снеки, орехи тоже есть, Жанне аперольчик, мне чивас. Чивас, точнее. Какой, скажу завтра, покажу, то есть там есть. Я в шоке немножко, конечно, очень крутые напитки. Друзья, спасибо всем, кто провел этот день с нами. Как всегда, не замечайте маленьких мелочей. Держайтесь солнцем, морем, позитивными эмоциями, вкусняшками. Огромной вам всем удачи. И пока!